Всем привет! Федор Емельяненко является одним из самых сильных и узнаваемых бойцов смешанных единоборств в мире. Свою профессиональную карьеру в ММА российский спортсмен начал в далеком 2000 году. К середине нулевых за его плечами были победы над многими именитыми бойцами того времени. Среди них известные и уважаемые многими любителями смешанных единоборств спортсмены, такие как Рикардо Арона, Антонио Ногейра, Кевин Рэндельман, Марк Коулмен, Мирка Кроков и другие опасные парни. С 2000 по 2010 год россиянин одержал победу в 28 сражениях подряд, чем безусловно увековечил свое имя в мире боевых искусств. Другими словами, такой солидный послужной список российского борца позволяет уверенно сказать о нем, что он уже тогда всем все доказал. Собственно, поэтому четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо получил свое прозвище «Последний император». Тем не менее, летом 2010 года у Емельяненко-старшего началась полоса неудач. Он проиграл 3 боя подряд в рамках турнира, организованного промоушеном Strikeforce. В связи с этим летом 2012 года Федор впервые объявил о завершении своей спортивной карьеры. В июле 2015 года россиянин сообщил общественности о возвращении к соревнованиям. После этого он поочередно побил Джайдипа Сингха и Фабио Мальдонадо. Однако затем спортсмен перенес поражение от Мэтта Митрана нокаутом в первом раунде, что естественно вновь вызвало слухи о возможном завершении карьеры последнего императора. Учитывая предыдущий опыт спортсмена, само по себе поражение легендарного российского бойца в январе 2019 года американцу Бейдеру не говорит, что соревновательная карьера Емельяненко-старшего подошла к реальному завершению. Путь боевой славы Федора имеет взлеты и падения, однако проигрыш россиянина Райану Бейдеру все же отличается от всех остальных его поражений. По словам Федора, его участие в турнире было одобрено президентом России Владимиром Путиным. Однако присутствие в этой истории первого лица российского государства наводит на мысль, что поражение нашего спортсмена американцу было вовсе не случайностью. Вполне может быть, что данное состязание имело политическую подоплеку, переводящую поражение Федора в ранг победы. Или, говоря словами великого российского полководца Кутузова, Федор проиграл сражение, но выиграл бой. Очень сосредоточенный человек, очень цельный, устремленный. Он абсолютно знает, что ему нужно и как это нужно. Возможно, Путин попросил Емельяненко поддаться американцу. Если задуматься, то авторитету последнего императора это поражение нисколько не вредит. Вместе с тем у российского атлета появляется реальная причина для завершения карьеры бойца смешанных единоборств. В последнее время чиновники региональных и федеральных уровней власти все чаще привлекаются к уголовной ответственности за взятки и хищения на миллиарды рублей. Чтобы побороть стереотип о чиновничьей нечестности, сложившийся в головах россиян, на их место должны приходить честные, сильные и смелые люди. Не исключено, что перед боем с Бейдером президент России сказал Емельяненко, чтобы тот не тратил зря силы на бой, а приберег их для наведения порядка на внутренней политической арене страны. Федор Емельяненко достойный боец, потому что Федор выбрал очень верную тактику ведения боя, чтобы не тратить силы. И эту линию ведения боя выстрелил абсолютно безупречно. Либо президент мог попросить Емельяненко поддаться американцу в целях реализации международной политической стратегии России. Например, просьба Путина не бить американца могла иметь целью пожалеть Америку на фоне действий ее президента, которого многие считают ставленником Москвы. По данным экспертов, только шатдаун, инициированный Дональдом Трампом в конце прошлого года, нанес экономике США ущерб в размере около 11 миллиардов долларов. Если Конгресс не пойдет с нами на справедливую сделку, то 15 февраля либо вновь будет приостановлено финансирование работы правительства, либо я введу чрезвычайное положение. Сомнение о том, что Емельяненко поддался американцу, рассеивает и тот факт, что бой был завершен именно на 34-й секунде. Ведь всему миру известно, что с помощью Т-34 СССР одержал победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. В общем, завершением боя на 34-й секунде россиянин намекнул американцу, что его поражение было им полностью спланировано. Друзья, а если серьезно, то как бы там ни было, в случае, если Федор решит завершить свою боевую карьеру, то его уход будет, безусловно, одним из печальнейших событий для его поклонников и в целом всего мира смешанных единоборств. Однако, думаю, что у Федора Емельяненко еще все впереди. С его напористостью и узнаваемостью он может легко покорить любое приглянувшееся ему направление. Неспроста же Владимир Путин дает ему советы. Возможно, кандидатура Емельяненко-старшего рассматривается им на место какого-либо чиновника, связанного с одним из последних газовых скандалов. Этим, в частности,
частности может объясняться агрессия со стороны Рамзана Кадырова по отношению к Федору после его поражения Бейдеру. Продолжит ли Емельяненко спортивную карьеру, станет политиком или актером или еще кем-либо, мы скоро узнаем. Подписывайтесь на канал, обо всем с юмором, чтобы не пропустить эту новость. Спасибо за внимание, пока!